пустой вагоне нас грузили. Одни железо. А где мы умирали, люди, а их, знаете, как дверь откроет вагона, выбрасывали по дороге. А когда вода есть, воду бросали. Нас не копали, никто не снимал. Бросили, так и везли. من المفيد أحيانا أن تنظر إلى الصورة من بعد لعلك تكتشف شيئا لم تدركه وأنت في قلبها. ترى هل بت أسير هذه الحكايات الإنسانية فانحست لأصحابها؟ لما لا ألتمس لستالين العذر؟ لعله محق في أنهم خانوا الوطن وتعاونوا مع الألمان، ولكن ماذا بشأن 40,000 مقاتل تتري حاربوا في صفوف جيشه ضد الألمان، ثم عاد من ظل حيا منهم ليجد أهله وقد تم نفيهم؟ أعود فأقول ربما ستالين كان يثأر لبغداد، لكن هؤلاء التتر غير أولئك الذين هاجموها ودمروها في زمن الخلافة العباسية. وحتى إن فعلوا كما زعمت بعض الروايات التاريخية فإن العقاب الجماعي لشعب كامل أمر مرفوض. ثم إن التتر أو المغول عادوا مرة أخرى إلى بغداد، ولا أحد يطلب سوى العدل، ومن أبسط مبادئ العدل ألا تتكرر الجريمة، وحتى لا تتكرر يجب أن تبقى دوما في الذاكرة. Поехали в Узбекистан. Это было Беговат назывался. Там какой-то канал делали. Всех нас с поезда выкинули, все вшивые. У меня 2 косы было вот такой толщины до пола. Я не хотела свои волосы отдать, но однако мне взяли чик-чик-чик и до конца под лезвие. Мы все были лысые. Нас послали в баню. Нога вообще совсем поломаны, все так резаные. Босиком мы, ничего нет. Вот так. И шеи, вот так. Нету мыла, нету ничего. А хотим огонь, начинаем и шачикам, коровам, гауну собираем. Хотела топить, а ничего никак не можем. Вода да нет, ничего да нет. Огонь хотим топить, а нам не дали никто, спичка нет, ничего нет. Мы пошла, спросим, дайте немножко огончик. Они даже хлопок есть, такой огончик поставили, этом хлопке, и под дверью дают. Они тоже нам первый раз, очень нам, они тоже злая был, узбек. А потом, когда знают мы хорошие люди, они там потом ничего не сказал и помогал. И как будто мы, брат, сын, жила до этого времени. Привезли этого в Узбекистан, короче, мы попали. Но там опять составы начали. Один вагон в одну сторону. Машины пришли, начали грузить. Другая машина пришла в другую область. Ну, Самарканд город такой. На вокзале уже начали распределять опять нас. Как это. Одних... Но нас послали, значит, там станция Джума называлась. Это, вот с одного села нас попалось 4 семьи, 4 или 3 семьи. Остальные наши, где был мой дед, мои сестры, они совсем в другую сторону Узбекистана погнали. Это называется Ургутский район. Но мы приехали туда, но бросили нас туда, большой вот сарай, как говорят, конюшня это было, здоровый, по углам. В одном углу одна семья, ну смотрите, семья, сколько там, 4-5 человек. В одном углу тоже такая же история. Когда мы привезли нас, брат заболел, он лежал в больницу. Вот. В 1944 году, 18 декабря, умер наш брат. Его как умер? Сегодня, значит, я была у него,
Он сказал, сестра, принеси мою одежду, я домой пойду. Когда я второй день пришла, брата уже забрали с койку, его не было. Там был старик один, бабай. Зашла, он сказал, садись, дочка, я сейчас расскажу тебе, как получилось. Вот, он сказал мне, говорит, в час, говорит, ночь пришли, говорит, нам дали, говорит, таблетку, а брату, говорит, сделали укол. В 4 часа, говорит, пришли, забрали его, говорит, без слова, без ничего. И я пошла утром, смотрю, койка брата нету. Я говорю, как это так, куда пошла моя брат? И это бабай мне говорил, говорит, дочка, брат умер, говорит, его убили, говорит, уколами. А нас, говорит, это таблетка дали, мы остались живые, говорит, а его забрали в море. Вот ищите там в море, брату. Когда я оттуда вышла, такой снег, босый, ничего нет, холод. Вот сестра пришла, сказала, что брат умер. Так и мы жили, пока добрые. Ну, где-то это уже февраль и март, там и начали немножко согреваться. Нас все равно строили, в больницу увезли. Мы трое ушли в больницу. А в больнице понесли, что там дали. Морковку резали, там вскипятили и давали нам кушать. Ну, дал Бог нам здоровье, мы остались живыми. Бог помог нам. У нас тоже потому что трудно было. Когда пришла зима, у нас дома печка нет, одеяла нет, матраса нет, детей много. Мы тут сидели, отец работал хлопзаводом, он ушел на трава, дорога, снег. А там дрова был, на дороге чайхана, потом ходил он один угол и лежит, и там умерли. Мы не знаем. Ожидали, отец не пришел. Потом я хлопдавал, отец на кармане был пропуска. Позвонили на дома. Иди, отец там посмотри, чайхана больная, говорили. Я ходил там, посмотрел, я отец похоронили на дорогу. Потом я взял ее рубашки, пришел дома, плачали дети все. И потом трудно было. Меня мама послали на рынок, там сапожники, я работал сапожником, немножко там он хлеб дает, приносит дети. Мать увезли в больницу. Это уже было где-то в конце июля уже, вот это летом. На второй, на третий день нас загрузили в арбу, больные, в больницу везут. Это больница где-то километров 12-13 было. Жарко. На арбе лошади, все. Мне там один парень, он взрослый уже, ему где-то лет 25 было. Он, когда мы вместе были, он мне, твоя мать, говорит, умерла. Ну, что умерла? Ну, где там больница, сами знаете, там общая яма, наверное, мертвецу, там же кладбище, куда-то повезут уже. В общем, мне кажется, так, в яму бросили, закопали, может, увезли куда-нибудь. Я ее кладбище не знаю, не был. А отец нашел нас через кого-то, там узнал и приехал. Короче, убежал он оттуда. Приехал к нам и начал работать. Мама через еще 2 месяца она лежала в больнице, через 2 месяца тоже, как на поездах, товарных вагонах, где уголь таскали, как-нибудь тоже убежала. Из больницы убежала, приехала. И так мы стали жить втроем. Мама устроилась на работу в детский дом, работала.
костеляншей, белье для детей. Зашивала, там, гладила, в общем, обслуживала детей. А Сейджилилов Якуб, отец мой, устроился на работу плотником. Здесь живет мой отец, Сейджилилов Якуб, 10-го года рождения. Сейчас у него немножко плохо со здоровьем, давление поднялось. Я своих родителей нашел только в 1951 году. Капитан я был, военный. Я искал 2 дня по рынкам, спрашивал на базаре, где вот чайхана у мусульман, узбеков, где живут крымские татары, кто из Симферополя. И я нашел только на 3-й день. На 3-й день своих родителей меня провезли, они были без ничего. Даже подушки, одеяла, это почти не было ничего. И для этого мне было страшно. Мы были такая мать и сестра и брат вдвоем. Мать наша всего жила 3 месяца в 1944 году. Мы остались вдвоем с младшим. Даже некому было мыть его, никакой тряпочкой не было завернуть ее. Мы с братом вымыли ее так чуть-чуть водой и накопали местечку, как собачку. Мы туда и бросили матери, и закрыли землей. Там после 3 месяца остались мы вдвоем. И я убежала оттуда. Приехала в Крым сюда, меня поймали, меня посадили и посадили. Я там сколько дней пожила. А мать пришла в окно, кричала, говорит, Шазие, говорит, ты, наверное, кушать, говорит, хочешь. Она мне, знаете, торбочки завязывала вроде сухари. Я открыла вроде это сухари, а это сухари показался, убежала зайчик. Это сухари стали зайчиком. И ничего нету. Обратно уснула. Уронга. На другой день обратно пришла мать. Потом сюда бочку поставил, и сюда бочку поставил. И было как ее, помидоры. Говорит, дочка говорит, вот это, говорит, хороший, это банку, говорит, бросай. Это, говорит, который мятый, сюда, говорит, бросай. Тоже сделала эту во сне. А утром я сказала свой русским этим. Я говорю, вот так, мать, обратно у меня показался. Я говорю, что вот так я выбрала. А тебе, говорит, посадить не будет. Тебе, говорит, откуда ты убежала, туда, говорит, тебе повезут обратно. Туда сдадут. Ага. Ну, в общем, меня остался, в общем, я и приехала. Я стала русским. Моя имя, фамилия была другая. Это Мустафаева Шазие получился на русском языке. Как ее назвали? А я Гусева Александра Николаевна таскала, когда меня привезли уже на место. А мне там все говорят. Который, говорит, была Мустафаева Шазие, говорит, она находится, говорит, здесь на русском языке. Гусева Александра Николаевна, она родилась в общем, в каком-то городе. Россия, да? В российском. Вот это моя мама. Дедушки жена. Абдураманова Айше. 20-го года рождения. Она наптыңыз? Яхшысызым? Яхшы юқладыңызым геже? Вчера ей было плохо. Рвало, ее температура поднялась.
лекарства давала я, таблетки. И потом стало лучше. Бабушка тоже, хоть и сидит, лежит, но намаз читает, молитвы читает все время. Правда, она на арабском не может читать. У нее все переписано русскими буквами. Она все читает, все молитвы у нее. Какие хочешь, с Корана все суре у нее здесь. Постоянно читает. يا سنة القرآن هناك إني كنا من المسلمين على صراط المستقيم تنزلنا عبد الحليم لكن قومنا ولا باوت عبد وفي أبوه عبد لك حقا قال قبل على صراط المستقيم لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الذي وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد آمين. عجائز تزيد أعمارهم عن 80 عاما، يسترجعون من الذاكرة أحداثا جرت قبل أكثر من 60 عاما، ويذكرون تفاصيل صغيرة وقعت لهم. كان ذلك كان يدهشني أكثر تلك الواقعة المتكررة عند الترحيل وأمام صرخات العسكر وصياطهم. ينسى الناس أن يحملوا معهم وثائق تثبت ملكيتهم لأراضيهم وبيوتهم، لكنهم لا ينسون أبدا مصاحفهم العتيقة. Настала зима, это самая худшая зима, это как было. Зимой одевать нечего, на ногах нечего одевать. Если где-нибудь кусочек дровишка найдешь, печь топишь. А тогда этот год очень холодная зима, снег по коленю. Ну что, вот в этой зиме одна старушка была, бы с нашу взяла, вот она нас собрала, давайте будем жить вместе как-то. И холод перенесем вместе. Ну, то, что найдем, делили, то, что нет, и голодные спали, холодно. Вот не возьму. Ну вот. Что лучше рассказать. Ну, зимой вот мусорные ящики есть там. Ну, чтобы выжить. Ну, кто там мусор, консервный банк бросает, дерешь там. Картошку чистят, вот эти кожурки были там, очищать мусор, вот мы их подбирали. Заходишь домой, плита горит чуть-чуть, положишь вот эти шкурки, греешь и кушаешь, чтобы с голодом не умереть. Говорю, как это так? Говорит, в голодное время такое там я никогда бы не кушал. Я говорю, вот этот голод ты не видел? Лучше молчи. До 50-го года из нашей семьи 7 человек осталось всего. 4 человека. 3 умерли. Вот отец стал работать с матерью. У нас уже было хозяйство. В 50-м году отца, как враг народа Советского Союза, дали 25 лет. Обратно, что было дома, все забрали. Отца отправили на север, остров Дудинка, где 3 месяца зимой
Солнце, ну, дня не бывает, ночь. Вот отец вернулся, амуницию дали ему. Отсидел он 7 лет, приехал. До 80 лет прожил, потом мы его похоронили в Узбекистане. Вначале люди умирают и с голода, и от болезней. В день, значит, с этой деревни, сколько нас было, 5-6 человек похоронили. А в последнее время уже пожилые люди умерли. Джиназе намаз читать никого. Даже женщины похоронили своих детей. Мама в Узбекистане высылали туда вагоном. Они пока, через 2 года, пока они нас узнали, где мы, пока они слушали, где мы, а она от переживания, мама умерла в Узбекистане, а мы там, уральские, это, области были. А потом, через 2 года, отец нас тоже нашел и пришел, оттуда брал из дома, опять в Узбекистане привезли. Там тоже очень мучились, голодовка была. من حين لآخر يحتاج المرء لأن يلتقط أنفاسه، فالحكايات تتدفق على لسان الناس هنا حاملة معها عشرات التفاصيل المؤلمة التي تذهب بك في كل اتجاه. ترى كيف يمكن توثيق هذه الواقعة؟ كيف يمكن اختصار مأساة 60 عاما في بضع روايات؟ لا بأس أن نفعل مثلما فعل بعضهم. Меня зовут Айдер. Родился я в 1928 году. Здесь, на квартале ювелиров. Отец мой, дед, прадед, дяди, все были ювелирами. Вот до войны они работали в артелях, ну, кооперативное такое, до депортации. В 1944 году, мне было уже 16 лет, нас депортировали из Крыма. Всех крымских татар, армян, греков, караимов, крымчаков, никого не оставили, выслали. Меня зовут Иминов Рустем Казимович. Я родился в Узбекистане, в депортации, в семье художника. Вот по традиции сам стал художником. Вот это моя выставка, которую вы сейчас можете смотреть. Это результат моего творчества 15 лет. В нашей семье 4 человека было. Отец, мать, я и младший меня брат. Вот. Ну, отец пытался работать по своей специальности, он другие специальности не знал. Ну, такой работы, я уже говорил, не было ювелирной, понимаете, филигранной работы, не было никакой условий. Он тоже немножко поработал на заводе, а потом болел долгое время. А мой папа ответил: я поеду со своей нацией, откуда меня выслали. Он день и ночь делал дуа, делал намаз, чтобы уехать. Но, однако, в 1987 году мой папа в месяц поста скончался. После отца осталась мама, жила еще 2 года. Это, которое бабушка нам учила, закрыто окно, дверь, чтобы это... Никто не слышал. Не слышал и свет не видел. Ураза они держали, тоже так же. Вот если они на работу пойдет, им давали это, когда ураза время, дали водичку пить, чтобы они это ураза держали.
всякие вот такие вещи делали, чтобы они никогда не делали ураза, не держали. Вот. Потом принесли им это хлебушка с чесноком, намазали, дали маме. Мама как раз это была уразу. Ну, до войны, ладно, нам разрешали по-татарски, учили, до войны это в школу было. А сюда уже в Узбекистане там никакого татарского языка не было. Мы только дома у себя, дома по-татарски разговаривали. А про песни, ну, возможно, дома сестры пели, а в школе где там? Только на русском языке, по-русски, какие-то патриотические, мы за Родину, вот за Сталина, вот такие песни же. تمر السنوات بطيئة متشابهة. قالوا لي إن اعتراف خرتشوف عام 56 بجرائم النفي والتهجير التي ارتكبها سلفه ستالين كان مفاجأة لهم. أضافوا أنه قد أطلق سراحهم من المناطق المغلقة التي كانوا معزولين فيها، غير أنه لم يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم. لاحقا شهد عام 68 إعلانا رسميا بتبرئتهم من تهمة خيانة الوطن. حكوا لي كثيرا عن كفاح سياسي طويل خاضوه، مظاهرات واحتجاجات لم تكن معهودة في ذاك الحين، إلى أن حلت اللحظة المناسبة مع بوادر انهيار الاتحاد السوفيتي. حينها أعلن غورباتشوف أن إبعاد التتار غير قانوني، وأقر بحقهم في العودة إلى ديارهم. А это до этого времени нам не давали никакое условие. А после вот Горбачева, как он перестройку начал делать, и, значит, он ездил много государств, видел у людей права какие, а потом он немножко ослабил закон. И вот на этом ослаблении наш народ уже начал уже полное движение. Возвращались люди. Их опять 24 часа дают, их высылают обратно. Откуда приехал, туда езжай. Ты нарушил советский закон. Вот много людей, даже тут, в нашем Крыму, 2-3 раза посадили одного человека, когда ему уже к двери подошли, он последний раз сожег себе. Это Муса Мамут. Вот. Как говорится, как уже массовыми начали, они нас не могли остановить. По всякой попытке они хотели делать, но народа они не могли остановить. Но все равно препятствия много делали, как приехали. Покупаешь дом, говорит, ты пенсионер, тебе дом не положено оформлять. А как я буду жить? А сыну, пускай, говорит, работа найдет мой сын, тогда ему пропишет, ну, дом оформит. Наших активистов, чтобы мирным путем, в согласии государства, возвращаться на свою исконную землю, где мы родились, где проживали веками. Крымский татарец, была своя государственность, была своя земля. Вот. Ну, это все свое тогда было очень опасно, очень много сажали людей за эти движения. Вот. Но тем не менее народ, все мы продолжали собираться, продолжали принимать какие-то активные участия в этих движениях. Вот. И в конце концов, все-таки народ, будем говорить, что победил, вот, постепенно, хоть без помощи. И в 1988 году я вынуждена была уехать. Почему? Мой папа сказал на последние его слова: дочка, они смогут уехать или не смогут, но ты должна поехать в Алушту, от моей имени поклониться нашей земле и делать дуа, чтобы мы все поехали. Ну, папа уже скончался, я его васият это исполнила. В 1988 году, в мае месяце, как нас выслали, с сыном уехала сюда. У меня есть сын Алим, есть Хабиб Аллах,
и есть Абдулла. Я их воспитывала одна, потому что муж скончался. И я без мужа не выходила замуж, очень молодая осталась, но я не выходила замуж, воспитывала своих сыновей по-мусульмански. Вот это мой сын. 6 класс кончил, 7 в этом году пойдет в 7 классе, разве жизнь? И вот 1992 года рождения родился. Молодой, я старый человек. Останется, не знаю. Сколько мне жить, я не знаю. Вот они останутся сиротой, и все. Это же родина моя. Крым же моя родина. Я здесь училась в 12-й школе в Симферополе. 2 года училась. Я здесь училась вообще. И жила здесь в Симферополе 2 года. И вот я приехала домой. Там мне тоже такой вопрос задали там тоже. Я говорю, каждый цыпленок, каждый цыплят, вот, говорю, посмотрите на эти, которые ездят туда-сюда. Каждый ездит тебе домой, я говорю. Я тоже домой поеду, говорю. Зачем мне, говорит, Узбекистан? У меня родина Крым. Я в Крым собираюсь приехать. И мы приехали, сначала сын приехал сюда, а потом мы приехали, вот 12 октября, ровно 10 лет, как мы сюда приехали. Как я сама приехала сюда, с мужем вместе. 12 октября, 10 лет, как я здесь живу. Я жила с сыном вместе, а теперь, пожалуйста, сын женился, досынился. Теперь, значит, в этот дом мне оттуда выгнали, я на квартире живу. Как можно целый народ взять и выгнать из собственного дома, и отправить куда-то в какие-то безжизненные степи, то есть приговорить народ к смерти? Но за что, спрашивается, за что? Вот. И вся вот эта вот трагедия, она каким-то образом, не знаю, вот кто видит мои работы, они плачут, слезы текут у людей. Ну, как автор этой серии, я очень рад тому, что люди плачут. Хотя, когда люди плачут, это не должно как-то радовать. Но слезы зрителей, вот, которые все это видят, они полное доказательство того, что мои картины работают, мои картины впечатляют. 50 лет мы жили в Узбекистане, в гостях. У нас не было никакой права. Не было земля у нас, ничего. Без конца они нам упрекали, поезжайте в свою родину. И у всех есть родина. Мы тоже хотели к свою родину поехать, заиметь свою родину. И сперва в 1988 году мои дети решили хлопотать, добивать нашу родину. Дом там вот так сидит, там русский жила. Я пошла, спросила. Он говорит, я тебе дам, я куда буду жить, говорит, а я куда буду жить? Я потом говорила, нам не надо ваш дом, ладно, ты его сохранил, пусть живет 100 лет, моя уже 6 сын есть, после этого 5 сын меня есть, все обеспечены, есть, хороший, плохо, на крыше закрыт, да. А я говорю, мне этот дом не надо, спасибо вам, ты его сохранил, мое коронное место. Ладно, живи, мне не надо. А потом он мне говорил,
Ладно, каждый год, если ты приезжал сюда, заходи, своим водом пей, сиди, отдыхайте. Так говорил. Вот вопрос. Я вот в вагоне живу, течет вагон. Я старый человек, 75 лет. Жена инвалид, второй год по больнице лежит. 2 детей. А коммунистической партии, за коммунистов я сижу, 15 лет в лагерях сидел. Карское море, Воркута, Архангельское. Я из Туркмении, из Средней Азии. 15 лет я под автоматом ходил. Вот вопрос. А вот живу в вагоне, вагон течет. Кому обратиться мне? В нашем доме живут русские. Они, хоть бы что, 3 года тому назад разломали наш дом. Я всегда отсюда выходил, смотрел. А сейчас нечего смотреть. Это все пришлось хорошо, что что-то сохранилось, восстановить. Кроме того, вот музей Ханский дворец. Там мне показали старые вещи, которые сохранились. Вот я и возрождаю сейчас вот эти вот все национальные рисунки, будем говорить так. Понимаете, это филигрань, крымская, крымско-татарская филигрань, она была особая. Есть, вероятно, и в ваших краях это. Есть в Турции филигрань, есть в Египте, есть в Алжире, везде есть филигрань. Но наша филигрань, она отличается, крымская филигрань. Вот я хочу его восстановить и, естественно, сохранить, чтобы мои ученики это дело поняли, это дело как бы освоили и продолжали наши традиции. لا يدروا ما اسمي شيء في اليد ولا في السماوات وهو تملا لي لازم يا تشات تو يا تدناي وتخرج دناي تشاتو Это все сам посадил. Сам посадил. Вот теперь уже сила нет. Уже не могу работать. Уже делать нечего. Вот пчелы даже не могу уже смотреть. Надо продать их. Все. Здоровье не позволяет. Вот двор. Вот фрукты. Я посадил, я уже свой доход кушаю. Вот она, вот. Вот. Спасибо. Когда поспевает, еще надо время, но не спелый. Очень хорошие они. И не давали нам учиться ни историкам, ни юристам. Разрешали только, начали учиться где-то 50-60-е годы. Строителям строить мы должны. Да? Не давали нам учиться ни медицинский, ни юридический, ни в исторические факультеты, ни экономические. В таком жилье, в таком жизни за 50 лет вернулись сюда, в родину опять же. И тут тоже так же, без ничего, без жилья, без ничего. Спасибо моему зятю, он вот построил вот этот дом нам. И, слава Богу, теперь живем. Дай Бог моим детям, не то что моим, и остальным детям. И я прошу молодежи, чтобы молодежь свою нацию, свою языка, свою веру не потеряла.
Сирота как-то переросли, мучились. А сестренка заболела, и бабушка заболела. Она умерла, и сестренка умерла. Она прямо на моих руках умерла. Мне тогда 9 лет или 10 лет было. На моих руках умерла сестренка. Вот так. Очень мучились. Голодовка была. Что мне еще сказать? Я все забыла уже. И вот «Не забывай» эта серия называется. Почему? Это забыть невозможно. Забыть невозможно, и те, кто это помнят, они должны передать свои знания вот таким вот детям маленьким, чтобы в дальнейшем, может быть, есть надежда, что если помнить, то такая беда уже не повторится. Dağ dememiz, daş dememiz, bizler dağından da geçermiz. Yüreğimiz da sudan da yandı, alhanlarının da içermez. Kokkeda baksam kok görünmez. Bombalar düğütünde, yerge de baksam yer görünmez, yaş civan olisinde. Ay gidin ahyar da, vay gidin ahyar, durma da benim karşıma. Bu ne kadar da muşkul da oğlum, 17 da 18 yaşına. Kaçardan edim da şuna hıyardan, Kara denizden olmasa, atar edim da o sözümü, anam da babam olmasa. Şuna yarının da çöllerine, kabristanımızda kazılgan. Şuna yarının da çöllerine, kabristanımızda kazılgan. Allah. Haydi. اليوم الأخير لي في القرم كان يوما جميلا، غير أنني سرحت بعيدا عن القرم وأهله. رحت أفكر في آخرين أحبهم، وددت لو رحت إليهم في مخيماتهم وقلت لهم واحدا واحدا سوف تعودون، والله كما عاد هؤلاء ستعودون. لا تضيعوا المفاتيح ولا الصكوك. صحيح قد يطول زمن الطغاة، لكنهم دوما يسقطون. اسألوا أهل القرم، هم يعرفون أنكم مثلهم. لن تنتهي حكايتكم إلا عندما تعودون. إلى الملتقى.